剑，我必取之。Предок башни пилюль явился в критический момент, чтобы помочь Сяо Яню и его товарищам. Однако, представьте, неожиданно он просит Сяо Яня передать ему эссенцию пламени. Почему он так поступил? И что сделает Сяо Янь, ведь он так долго боролся за это пламя? Сяо Янь не стал медлить и быстро бросил в сторону юноши запечатанное пламя. Хунь Мишень и Хуньмо пришли в ярость от такого поступка Сяо Яня. Глаза старика Хуньмо налились холодом, а затем он высвободил свою мощную ауру – святой 5 звезд высшего уровня. Недолго думая, старик Хуньмо появился возле фиолетовой печати с намерением схватить ее. Что было дальше? Он обнаружил, что пространство вокруг него ведет себя странно. Оно исказилось, а сам он появился на том же месте, где ранее стоял молодой пастух, а тот, в свою очередь, появился на его месте. Они просто поменялись позициями. Подобное явление вызвало ошеломление экспертов. Они даже не поняли, почему так произошло. Пространственный скачок. Святой 6 звезд? Ты на самом деле достиг такого уровня? Старик Хуньмо стоял на месте в замешательстве. Кое-что он вдруг вспомнил, поэтому и воскликнул от шока. Существовала поразительная пропасть между каждым уровнем в классе святого. Глава зала душ мог с легкостью одолеть Цзиянь только когда перепрыгнул с высшего уровня святого 4 звезд на начальный уровень святого 5 звезд. Любой человек сумел бы понять причину. Даже если старик Хуньмо и был святым 5 звезд высшего уровня, он не обладал способностью сопротивляться юноше-пастуху, достигшему могущества святого 6 звезд. Глава зала душ, заместитель и Хуньфэн изменились в выражении, когда увидели реакцию старика Хуньмо. Они просто замолкли. Даже в клане Хунь святой 6 звезд редкая личность. Только великие старейшины обладали такой силой. Они не ожидали, что основатель башни эликсиров достиг такого страшного уровня. Неудивительно, что клан Хунь останавливал зал душ каждый раз, когда они хотели напасть на башню эликсиров. Все из-за легендарного предка, пилюли, что достигла 6 звезд святого. Юноша проигнорировал восклик недоуменного старика Хуньмо. Он схватил фиолетовую печать и, держа ее в руках, прошелся взглядом по эссенции демонического пламени. «Старый монстр, ты хочешь стать врагом клану Хунь?» – угрожающим тоном закричал старик Хуньмо. «Как глупо!» Молодой юноша посмотрел на него, а затем покачал головой. Он просто взял и подбросил в небо запечатанное пламя. Но зачем? Старик Хуньмо обрадовался. Он уже хотел переместиться и поймать его, но резко застыл, когда услышал следующее предложение из уст пастуха. «Очищающее пламя демонического лотоса? Ты вправду достоин 3-го ранга небесного пламени. Ты просто позволила себя схватить и запечатать, чтобы понаблюдать, как они перебьют друг друга. Тебе хотелось получить преимущество от их кровавой бойни. Ты очень хорошо скрывалась, но тебе не скрыть ничего от меня. Выходи». Юный пастух поднял голову к небу и посмотрел на парящую в небе фиолетовую печать. В следующий миг последовал его равнодушный смешок. Все уставились в небо, испытывая ошеломление. Очищающее пламя демонического лотоса само позволило себя захватить? Как это возможно? Все эксперты святого 4 звезд пробормотали себе под нос. Если дела обстоят таким образом, то очищающее пламя лотоса и впрямь ужасающе. Небесное пламя, способное обхитрить людей. Даже эксперты их опыта и мудрости впервые сталкиваются с подобным. Сяо Янь удивленно посмотрел на Гу Сюн-эр. Она кивнула. Учитывая поразительные способности основателя меньшей башни пилюль, он явно не мог ошибиться. Но глава зала душ Хунь Мишен не поверил. Что за бред? Независимо от его могущества, он точно не сможет сбежать из демонической формации печати. Низким голосом закричал глава зала душ. Глаза старика Хуньмо замерцали, а сам он бросил взгляд на фиолетовую печать. Он не высказал сомнений. Несколько раз в прошлом он пересекался с основателем башни эликсиров, поэтому, естественно, знал, что он не тот, кто предпочитает нести бред. Раз он так сказал, значит, был уверен. Неужели все это была игра пламени очищающего лотоса? Помните, в прошлых видео мы говорили, что это небесное пламя слишком коварно и хитро. К тому же оно чрезвычайно могущественное, и вряд ли святые 4 звезд могли бы его победить.
Так что нас ждет неожиданный и крайне удивительный поворот событий. Суть в том, что ситуация изначально была ложной и контролировалась не людьми, а самим пламенем. Предок башни пилюль сразу понял главное. Очищающее пламя демонического лотоса не было поймано. Оно намеренно позволило себя запечатать, чтобы спровоцировать бой сильнейших и ослабить их. Это означает, что все участники, включая Сяо Яня, клан Хунь и Зал Душ, действовали внутри чужого плана. Ключевой перелом – появление предка башни эликсиров. Его уровень, Святой 6 звезд, полностью ломает баланс сил. Старик Хуньмо, будучи святым 5 звезд высшего уровня, не может сопротивляться технике пространства. Это подчеркивает огромный разрыв между уровнями святых. Разница в одну звезду уже доминирование. Решение Сяо Яня отдать ему пламя не слабость, а доверие и расчет. Он понимает, что в одиночку не удержит ситуацию против клана Хунь. Передача пламени более сильному союзнику – единственный рациональный ход. Как видим, сейчас реальная угроза не клан Хунь, а само небесное пламя. Оно разумно, коварно и играет на уровне стратегии, а не силы. Предок башни пилюль – единственный, кто это распознал сразу, поэтому перехватил контроль над ситуацией. Дальше события будут развиваться не как борьба за пламя, а как попытка выжить против сущности, которая уже переиграла всех. Основатель башни эликсиров не стал давать всем остальным объяснения, он просто наблюдал за фиолетовой печатью, но убедившись, что с его стороны никакой реакции не последовало, произнес негромким тоном: «Раз ты не хочешь этого сделать сам, мне придется тебя заставить». Закончив фразу, он щелкнул пальцем. Из его пальца вдруг вырвалась полоса черного цвета. Черная полоса, может, и выглядела слабой, но в пространстве образовывался вакуум, где бы она ни проходила. Она напрямую устремилась к столбу черного света. Скорость черной полосы просто поражала. Она мгновенно оказалась в 1 футе от столба черного света, но запечатанная эссенция демонического пламени вдруг яростно затряслась. Ошеломительная волна пламени вырвалась во все стороны, а столб черного света взорвался. Светло-кремовое пламя вырвалось из столба света, приобретая форму мужчины в белых одеяниях. Очищающее пламя демонического лотоса посмотрело на основателя башни эликсиров холодным и озлобленным взглядом, а затем разъяренно крикнула на него: «Старый монстр, ты вновь нарушил мои планы. Ты ищешь смерти». Значит, он и вправду позволил себя запечатать. Сердца экспертов подпрыгнули от шока, когда они снова увидели того мужчину. Выражение главы Зала Душ испортилось еще сильнее. Ясно, как божий день, что оно могло с легкостью вырвать из его печати. А значит, основатель башни эликсиров говорил правду. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.